Сегодня будет видео о том, что означает явление, когда кипит аккумулятор. Почему он кипит и что это такое. Когда проявляется это явление кипения аккумулятора? Обычно, как все знают, это всем известно, оно проявляется тогда, когда аккумулятор почти полностью заряжен. И в инструкциях написано по зарядке аккумулятора, что аккумулятор считается заряженным тогда, когда его плотность не растет на протяжении нескольких часов и при этом обильно выделяются газы, то есть идет обильное газовыделение, то есть аккумулятор кипит. Это явление также можно наблюдать при перезаряде аккумулятора, когда реле-регулятор или зарядное устройство выдает напряжение более чем 14,4 вольта. То есть на аккумулятор идет перезаряд. Аккумулятор тоже кипит. Выделение пузырей на пластинах также наблюдается при саморазряде аккумулятора. Когда аккумулятор имеет явление саморазряда, если заглянуть в банки, время от времени видно, как из пластин поднимаются пузырьки. Также аккумулятор сразу закипает при постановке на зарядку при сильной сульфатации. Вы подключили аккумулятор сульфатированный на заряд, он тут же начинает кипеть, идет газовыделение и растет температура электролита. Почему так? Вот сейчас мы с этим и разберемся. Понимать суть этого процесса очень важно, если вы хотите понимать, что творится в аккумуляторе внутри. И вы уже почти станете аккумуляторных дел мастер. Кипение аккумулятора обязательно надо понимать. Что за процесс, с чем связан, как с ним бороться, что к чему приводит. Начинаем. Итак, все прекрасно знают, что в аккумулятор время от времени, в обслуживаемый аккумулятор, надо доливать дистиллированную воду. Куда она девается? У нее два пути. Либо в жаркую погоду она испаряется через систему вентиляции, либо происходит вот тот самый процесс, о котором мы сейчас поговорим. Так куда же девается дистиллированная вода из аккумулятора? Вследствие потери аккумулятором дистиллированной воды в нем растет плотность электролита, что в свою очередь приводит к сульфатации пластин. Куда делась вода? Итак, вода девается на такую вещь, как электролиз воды. Что такое электролиз? Электролиз – это электрохимический процесс, который происходит через размещенные в электролите два электрода. Положительный анод, у нас это положительная пластина, отрицательный катод. Это у нас отрицательные пластины в аккумуляторе. И через эти два электрода подается постоянный ток. Вот при этих условиях электролит, два электрода, постоянный ток, происходит явление электролиза воды. Если проще, разложение воды. Если формула воды H2O, то под воздействием этой электрохимической реакции, электрохимического процесса, вода разлагается на водород и на кислород. Притом кислород, чистый кислород, образуется на положительных пластинах. Водород образуется на отрицательных пластинах. Водорода, если посмотреть на формулу воды H2O, если ее разложить, то водорода при этом процессе получается в 2 раза больше, чем кислорода. То есть пузырей отрицательные пластины выделяют в 2 раза больше, чем пузырей выделяют положительные пластины. Кто еще помнит уроки химии со школы, тот знает, что водород еще называют по-другому, имеет другое название – гремучий газ. Почему он имеет такое название, нетрудно догадаться, потому что в определенной пропорции смешивания водорода и кислорода он очень чудесно взрывается при малейшей искре или открытом огне. И именно благодаря кипению аккумулятора, то есть явлению электролиза воды, в аккумуляторе, у которого неисправна вентиляция, время от времени собирается эта гремучая смесь, и которая время от времени приводит к тому, что ваш аккумулятор разносит по подкапотному пространству при малейшей неисправности. Попадании искры или открытого огня аккумулятор взрывается. Весь капот в электролите, весь мотор в электролите, пластмасса кусками, чудесно, настроение прекрасно. Да, вот так оно и происходит.
И именно поэтому, чтобы он не взорвался, аккумуляторы имеют в вентиляционных отверстиях искрогаситель. Кто не знает, где он находится? Правильно, никто не знает. Я вам сейчас покажу. И вот эта вот маленькая беленькая таблеточка, которая стоит в вентиляционном окне, и называется пламегаситель. И вот она как раз спасает ваш аккумулятор от того, чтобы его не разнесло по подкапотному пространству. Как все знают, в начале зарядки разряженный аккумулятор не кипит. Почему он не кипит? Потому что ток, который вы подаете на аккумулятор из выпрямителя, расходуется на то, чтобы протекала электрохимическая реакция разложения сульфата и перевода его в жидкую кислоту, то есть растворение сульфата из пластин. Пока подаваемый вами постоянный ток будет использоваться на протекание этой электрохимической реакции, аккумулятор не кипит. Все расходуется на растворение сульфата. Когда же аккумулятор почти полностью зарядится и сульфата на пластинах уже останется мало, то некоторая часть тока, который вы подаете на клеммы аккумулятора, окажется лишней, а ей уже нет работы для того, чтобы растворять кристаллы сульфата. Току больше, чем может расходоваться на протекание электрохимической реакции. Куда девается этот лишний ток? Все правильно. Аккумулятор начинает делать реакцию электролиза, то есть разлагать воду. И вот тут аккумулятор начинает то, что говорят, кипеть. И именно поэтому незаряженный аккумулятор на зарядке не кипит, а заряженный аккумулятор начинает кипеть. И это является одним из признаков того, что аккумулятор зарядился. Напомню, что признака таких два. В течение нескольких часов аккумулятор кипит, и в то же время в течение нескольких часов плотность электролита не повышается. Почему плотность электролита не повышается? Потому что нет сульфата, который уже будет растворяться при подаче постоянного тока на клеммы аккумулятора, а тот ток, который вы подаете, является избыточным, который приводит к разложению воды и кипению аккумулятора. Все очень просто, все взаимосвязано. В аккумуляторе все всегда взаимосвязано. Та же картина будет наблюдаться, если на аккумулятор идет перезаряд. То есть на клеммы аккумулятора току подается больше, чем нужно для того, чтобы протекал электрохимический процесс растворения сульфата в жидкую кислоту. И именно потому номинальную емкость, допустим 60 ампер аккумулятор, надо разделить на 10. Для 60 амперного аккумулятора нормальным зарядным током будет 6 ампер. Почему приняли такую величину? Потому что для того, чтобы протекал электрохимический процесс растворения кристаллов сульфата в жидкую кислоту, надо определенное количество тока. Это определенное количество тока напрямую взаимосвязано с площадью активных пластин аккумулятора, то есть его емкость, потому что емкость это и есть общая площадь активных пластин аккумулятора. Опять же, зарядный ток аккумулятора напрямую зависит от чего? Правильно, от емкости аккумулятора. Но если по правде, то некоторые документы допускают зарядный ток до 30% от номинальной емкости. Но принято, как правило, принимать зарядный ток 10% от номинальной емкости. Все взаимосвязано. Переходим к сульфатации. Сульфатация это когда активная площадь пластин покрывается кристаллами сульфата. Кто подписан на этот канал, тот уже знает, что под термином сульфатация подразумевает кристаллы сульфата, которые не растворяются при нормальных режимах заряда. То есть это приводит к тому, что активная площадь пластин покрывается сульфатом, который не растворяется нормальным зарядом, и активная площадь пластин резко уменьшается. Наступает сульфатация аккумуляторной батареи. При этом, так как площадь активных пластин уменьшилась резко уменьшается, что? Правильно, емкость аккумулятора. А с емкостью аккумулятора пропорционально уменьшается, что? Правильно, спусковой ток аккумулятора. Максимальный ток, который он может отдавать. Все взаимосвязано. И так как при сульфатации уменьшилась активная площадь пластин аккумулятора, а вы даете ток, рассчитанный по номинальной емкости аккумулятора до 60 амперной батареи, допустим 6 ампер, а у вас уже там осталась емкость не 60 ампер час, а допустим только 30,
то 3 ампера будут лишними. 3 ампера будут расходоваться на то, чтобы растворять сульфат с неповрежденных участков пластин и переводить его в жидкую кислоту. А 3 ампера будут лишних. И, как понятное дело, они начнут расходоваться на разложение воды в процессе электролиза. Аккумулятор закипит. Вот поэтому сульфатированные аккумуляторы с момента заряда почти сразу начинают кипеть и не имеют емкости. Все взаимосвязано. Почему аккумулятор выделяет пузырьки газа при саморазряде?